Долгое время могила Ибрагима Паши была потеряна. Никто не знал, где похоронен великий визирь, и существовало множество различных версий. Напомню, какими были предположения. В сериале «Великолепный век» Паргали похоронил Матракчи Насух Эфенди, который был ему лучшим другом, но не в истории. Погребение Ибрагима состоялось в тайне в лесу. Сделано это было по приказу Сулеймана. Версия вне сериала, что Паша похоронен на кладбище в Кабаташе. Это один из кварталов Стамбула. Еще одна версия о захоронении говорит о том, что могила визиря находится в Каракайой. Тем более могила с одной стороны примыкает к мечети, которую построил Ибрагим Паша еще при жизни, незадолго до своей смерти. Историк же Артур Томас высказал предположение, что согласно имеющейся османской миниатюре того периода времени, где написан процесс переноса тела Паши из дворца на Байдарку, Ибрагим вообще не был захоронен. Его тело было выброшено в море по приказу султана Сулеймана. Так какая же версия правильная и кто перезахоронил таким образом тело Паши? Археолог Мурат Саф очень долго занимался поиском места захоронения легендарного великого визиря, и вот к какому выводу он пришел. Большинство историков склоняются к мнению, что Ибрагим Паша был итальянского происхождения. Место, которое установил археолог, как он считает, и является могилой Паши. Правда, изначально Мурат Саф исходил из устоявшейся версии того, что Ибрагим захоронен в другом месте. Чтобы не потерять могилу, в районе головы усопшего было посажено дерево. Эту фотографию многие из нас не раз видели в интернете, а может быть даже кто-то из вас был на этом месте воочию. Но оказалось, что и это место не является последним пристанищем друга Сулеймана. Какие обоснования приводит археолог и где, как он утверждает, на самом деле похоронен Паша? Ибрагим Паша похоронен в подземелье, заявляет Мурат Саф. Он считает, что могила визиря была сюда перенесена. Выглядит подземелье и находится в таком месте, как будто кто-то нарочно пытался спрятать могилу от посторонних глаз. Чтобы попасть в подземелье, необходимо сначала войти в таверну. Ранее это место было галатой и являлось центром торговли, в том числе для латиноамериканцев, а Паргали, повторю, был итальянцем. Итак, чтобы попасть в мавзолей Ибрагима, необходимо зайти в таверну, далее под лестницей есть вход в подземелье. Потом нужно спуститься вниз по лестнице, после чего попадаешь в небольшое узкое помещение с решеткой, где между двумя стенами стоит гроб Паши. Как раз здание с подземельем с одной стороны примыкает к мечети Ибрагима. Если Сулейман приказал закопать тело друга в лесу или утопить в Босфоре, что не сделали, то кто же перезахоронил Ибрагима в найденном археологом мавзолее? В сериале мы видели, как гроб великого визиря доставили к его жене Хатидже Султан. Удивительно, но как-то вдруг Ибрагим был похоронен Матракчи, причем тайно. Всяко этим вопросом должна была заниматься Хатидже или ее сестры, но никак не Матракчи. Впрочем, в сериале много таких киноляпов. Великому визирю не были обеспечены соответствующие его рангу похороны, но и лежать в лесу он не должен был. Высказываются предположения, что его вторая жена Мухсин Хатун завещала перезахоронить останки Паргали. И вот тут, конечно, остается загадкой, сделал это их сын или более поздние потомки. Однако в столичном муниципалитете место захоронения Паргали признали тупик Конфида, район Омар-Авни, округа Байлоглу. Именно там, по заявлению искусствоведа профессора Нурхана Атасоя, находится гробница великого визиря. Мавзолей отреставрирован в феврале 2019 года, имеет два надгробия. На одном из них написано «Великий визирь Паргали Ибрагим Паша, 1494-1536 годы».